Всем привет! Сегодняшнее видео – это продолжение видео, где я вам предлагала выбрать вариант раскладки страз. Спасибо вам большое за обратную связь, за ваши комментарии и предложения. Те два варианта раскладки страз у меня были под сомнениями, поэтому я выложила новый узор. Вот такая раскладка получилась. Этот узор мне нравится. Он и простой, и в то же время напоминает мне рождественскую звезду. В сегодняшнем видео я буду украшать два шара к набору. Надеюсь, видеообзор вам понравится. Приятного просмотра. Клеить стразы я буду на клей B6000 и, возможно, как дополнительные инструменты буду использовать отвертку и пинцет. Раскладку я не трогаю, я буду брать по одной стразе, чтобы не потерять рисунок. Ну что, приступаю к работе. Видео я немного ускорю, но буду озвучивать самые важные моменты. Сейчас хочу с вами поделиться рекомендацией при работе с таким клеем. Нанесли клей на стразу, но сначала просто вы прикладываете к бархату. Не прижимайте сразу к бархату сильно, так как клей еще не схватился на стразе. И, возможно, страза из-за этого может съехать в бок, и у вас получится неровный рисунок. Пару секунд подождите и только потом сильно прижимайте к бархату. Если же страза все-таки съехала, просто ее легонько подвиньте. В чем и преимущество этого клея, что в отличие от горячего клея, либо от клея момент, он сразу не высыхает так быстро, и вы можете скорректировать свои действия. Чтобы рисунок вышел зеркальным, то есть ровным с двух сторон, при проклейке страз с другой стороны я переворачиваю шар. Возможно, этот совет кому-нибудь пригодится, допустим, мне так легче работать. Этого клея наносить много на стразу не нужно. Почему его еще сразу нежелательно прижимать к бархату? Потому что он может вылезть наружу и придется убирать излишки. Но даже если клей этот вылезет наружу, убрать излишки очень легко. Можно с помощью пинцета. И вот такая красота уже получается. Иногда в ходе работы я меняю рисунок, что сейчас я и сделаю. Я немного смещу вот эти стразы. А капли поменьше я расположу в другом месте. И останется добавить стразы диаметром 4 мм. С мелкими стразами нужно быть еще более аккуратными, так как они сползают к бархату очень быстро. Поэтому сразу не прижимайте, а смотрите, где она расположилась, чтобы не испортить ваш рисунок. Когда будет приклеен весь узор на шаре, поприжимайте стразы еще раз. И вот такая красота получилась. В принципе, ничего сложного. Единственная сложность, которая есть, это сделать красивую выкладку страз. Узор сначала выкладывается на ровной поверхности, поэтому
Поэтому, когда он переносится на шар, смотрится он уже совсем по-другому. Этот узор из страз мне нравится, как смотрится на шаре. И теперь давайте украшать третий шар. Я решила его украсить вот таким оленем из текстурной пасты Сонет. Размер оленя 7 см на 6,5 см. И приклеивать к шару я буду его тоже клеем B6000. Клей наносим абсолютно на всю поверхность, не пропускаем ни одной точки, так как если пропустить хоть что-то, потом торчащая деталь будет смотреться не очень красиво. Конечно, лепнина гибкая, если где-то что-то вы пропустили, то подклеить потом будет проще. Оленя я решила задекорировать точно так же, как и перья. Это цепочкой со стразами в золотом обрамлении шириной 2 мм. Клеить цепочку я буду тоже на клей B6000. Клей я наношу по чуть-чуть, маленькими участками, так как это очень ювелирная работа. Нужно, чтобы все было аккуратно. И при проклейке цепочки я использую свою любимую отвертку. Так удобнее ее пододвигать и направлять, чтобы все звенья лежали ровно. Сначала я проклею большие участки, а затем буду разрезать цепочку на более мелкие звенья. Еще для декора решила использовать стразы диаметром 4 мм. Думаю, в основном они будут располагаться, где у него рога. Дабы не затягивать видео, сейчас я вам покажу готовую работу. И вот такой олень получился. Весь такой золотой, весь в стразах. Очень красиво переливается на свету и в то же время смотрится нежно. Надеюсь, вам понравился видеообзор. Жду от вас обратную связь. И сейчас я вам покажу, как этот шар смотрится в наборе. Получается, что мы вместе с вами украсили уже 3 шара и еще остался один. В следующем видео я поделюсь с вами, как я задекорировала 4-й шар. Также я еще думаю добавить на банты кабошоны и набор из 4 шаров в белом мраморном бархате диаметром 8 см будет готов. Спасибо вам большое за просмотр. Жду от вас обратную связь. Всем пока!